Всем привет! С 1 января 2025 года во Вьетнаме вступил в силу ряд новых законов. Изменения коснулись водителей байков и авто, национальной банковской системы, любителей покурить электронные сигареты и тех, кто планирует пребывать во Вьетнаме по безвизовому штампу. Но обо всем по порядку. Изменения в банковской системе. Самое значимое изменение, которое коснулось абсолютно всех, у кого открыты счета во вьетнамских банках. С 1 января 2025 года вступил в силу закон о действии биометрических данных при транзакциях онлайн и по банковской карте. Биометрия – это сканирование вашего лица в специальном приложении, в котором ваша фотография соотносится с паспортными данными, чтобы идентифицировать вас как клиента банка. Считается, что такая система более безопасна для транзакций по банковским счетам и уберегает клиентов от мошеннических действий. Теперь, если у банка нет ваших биометрических данных, у вас будут заблокированы все транзакции по вашему счету онлайн и заблокированы транзакции по банковской карте. Также это случится, если у вас просрочена виза. Теперь, если вы живете во Вьетнаме по трехмесячной туристической визе, вам нужно обновлять ее данные каждые 3 месяца, когда вы делаете визаран. В противном случае у вас будут заблокированы транзакции по счету, будут заблокированы транзакции по карте. Так произошло и у меня, несмотря на то, что я сдавала биометрию еще в августе 2024 года. С 1 января у меня заблокировали все транзакции онлайн, и я не смогла больше пользоваться своей банковской картой, поскольку у меня была просрочена виза. Мне пришлось идти в банк и обновлять данные по своей визе. Слава богу, весь процесс занял всего пару дней, и на данный момент мой счет опять работает, но будьте начеку и имейте это в виду, что теперь, если вы живете здесь по безвизовым штампам, то каждые 45 дней вам нужно будет приходить в банк и обновлять данные по вашей визе. Если вы живете по трехмесячной туристической визе, вы должны делать то же самое. Сделать это через приложение онлайн пока нельзя, вы должны физически приходить в отделение банка и вносить данные о вашей визе. То есть вы заполняете заявление, и вашу визу берут в работу и сохраняют в системе. Далеко не все банки готовы сейчас обновлять данные по безвизовым штампам и электронным туристическим визам. Банки Агрибанк, VIB, VP и Техкомбанк отказываются принимать такие типы виз и требуют визу сроком действия от полугода и выше, чтобы клиенты могли продолжать пользоваться счетом. У банка BIDV пока нет таких проблем, они по-прежнему обновляют данные и по безвизовым штампам, и по трехмесячным туристическим визам. Вы также можете открыть счет с нуля, если вы пока еще не открыли счет в местном банке BIDV. Всем, у кого открыты банковские счета во Вьетнаме, я советую быть начеку и обновлять вовремя данные по своей визе с этого года, чтобы избежать проблем с блокировкой счетов и блокировкой транзакций по банковским картам. Штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сильные изменения произошли в транспортной сфере Вьетнама. Вьетнамцы взялись за правонарушителей на дорогах и ввели серьезные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В соответствии с постановлением номер 68, езда на байке на красный свет, езда по тротуарам и в реверсивном движении по встречке теперь карается штрафом до 8 миллионов донгов. Водители авто получат штраф за эти же действия до 18 миллионов донгов. Вождение в нетрезвом виде облагается штрафом в размере до 20 миллионов донгов. Система штрафов особенно актуальна для Ханоя и Хошимина, так как там нарушения правил дорожного движения были сплошь и рядом. Судя по сообщениям в социальных сетях, в Ханое наконец перестали проезжать на байках на красный свет и очень редко стали ездить по тротуарам. Не знаю, насколько хватит терпения вьетнамцев, но если хватит надолго, то в Ханое и Хошимине пешеходу теперь можно будет спокойно гулять по тротуарам и переходить дорогу на зеленый свет, не боясь, что его собьет байк на пешеходном переходе. Запрет на ввоз и использование электронных сигарет. Изменения коснулись и тех, кто любит покурить электронные сигареты. С 2025 года запрещены ввоз и использование электронных сигарет и курительных смесей во Вьетнаме. За использование электронных сигарет теперь здесь грозит штраф до 2 миллионов донгов, а за импорт, транспортировку, производство вейпов и курительных смесей грозит штраф в размере до 15 миллиардов донгов, либо заключение в тюрьму сроком до 15 лет. Вьетнам далеко не первый в подобном решении. Запрет на ввоз, хранение и использование электронных сигарет и курительных смесей также действует в Сингапуре, Таиланде, Индии и Австралии. Министерство здравоохранения Вьетнама объясняет свое решение тем, что молодое поколение очень сильно подвержено рекламе и социальному влиянию, которое оказывает курение электронных сигарет. Считается, что сегодня модно курить электронные сигареты в компании молодых людей, и поэтому Министерство здравоохранения приняло решение ограничить молодежь от использования электронных сигарет, и особенно от воздействия рекламы, потому что молодежь часто покупается на яркую обложку, на вкусные ароматические добавки, которые добавляются в курительные смеси для электронных сигарет.
и они считают, что якобы это не оказывает негативного влияния на здоровье. По данным исследований, электронные сигареты содержат много токсичных веществ, могут вызывать привыкание и негативно влияют на здоровье. Если вы любите электронные сигареты, будьте предельно осторожны и внимательны при поездке во Вьетнам с этого года. Я бы лично рекомендовала вообще не брать электронные сигареты с собой и не использовать их здесь, во Вьетнаме. Изменения в правилах въезда в страну. Напоследок я хотела бы вам рассказать о некоторых изменениях в миграционных правилах, которые произошли во Вьетнаме. С осени прошлого года у миграционной службы Вьетнама заработал новый сайт, через который теперь оформляется туристическая электронная виза во Вьетнам. В правилах подачи заявления на электронную визу есть пункт 20, в котором говорится о том, что те, кто планирует находиться во Вьетнаме по безвизовому штампу, должны находиться за пределами Вьетнама минимум 30 дней на момент въезда во Вьетнам по безвизовому штампу. То есть это говорит о том, что у вас должен быть промежуток в 30 дней между каждыми заездами по безвизовому штампу. Пока что это правило действует только на бумаге, только на сайте миграционной службы Вьетнама. На данный момент пока все люди по-прежнему заезжают по безвизовым штампам и каждые 45 дней делают визараны без проблем. По трехмесячным туристическим визам также нет никаких проблем. В плане визаранов вы можете каждые 3 месяца делать визаран. Но однозначно произошли изменения в выдаче туристических электронных виз. Если раньше еще был шанс получить новую электронную визу, находясь во Вьетнаме, то теперь вы обязательно должны покидать страну, чтобы получить новую трехмесячную туристическую визу и продолжать находиться по ней во Вьетнаме. Самый быстрый способ – выезжать в соседнюю страну на визаран одним днем и оформлять новую туристическую визу через агентов, которые вам сделают эту визу в течение пары часов. Пока что, повторюсь, нет никаких ограничений по выезду и въезду по безвизовому штампу и по туристической электронной визе во Вьетнам. Но поскольку подобный пункт появился на сайте миграционной службы Вьетнама, я советую быть начеку. Вот так интересно начался 2025 год во Вьетнаме. Здесь регулярно происходят изменения в местном законодательстве, поэтому если вы планируете тут жить постоянно, нужно всегда держать руку на пульсе. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новости из жизни во Вьетнаме. Всем пока!